Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и вашему вниманию я хочу представить интересный бюджетник от компании Doggy. В нем установлена 50-мегапиксельная камера, неплохая фронталка, большой дисплей на 6,52 дюйма, 8 гигабайт оперативки и 128 встроенной. И это еще не все самые интересные функции данного смартфона, а ведь он стоит всего 8500 рублей. Естественно, ссылку на данный смартфон, который продается в официальном магазине Doggy на AliExpress, я оставлю внизу в описании, под роликом. Ну а сейчас я более подробно расскажу вам о данном бюджетнике. Поверьте, за эту цену он интересен. Модель данного смартфона Doggy N50. Поставляется он вот в такой коробке и на своем борту имеет накопитель на 128 гигабайт, а также 8 гигабайт оперативки, плюс расширение до 15 гигабайт. В комплекте мы получаем инструкцию, ключ-скрепку, талон на заполнение гарантии, кабель USB Type-C и зарядник, который имеет максимальную мощность 18 Вт. Да, этот смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Для цены смартфона меньше 9000 рублей считаю данную зарядку очень хорошим аспектом. Что же из себя представляет смартфон Doggy N50? Это 50-мегапиксельная камера, к которой мы, конечно же, чуть позднее вернемся и рассмотрим снимки. Задняя поверхность Doggy N50 имеет рифленую структуру, из-за этого он не сильно скользит в руках, также не собирает на себе отпечатки пальцев. Также отмечу такой важный момент. В блок с камерами здесь вмонтирована аж тройная светодиодная вспышка. Фонарик здесь достаточно мощный. На верхней грани смартфона мы видим выход под наушники 3,5, а также дополнительный микрофон для шумоподавления. С левой стороны смартфона находится лоток под сим-карты и карту памяти. Сюда помещается 2 нано-сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти, размером до 1 терабайта. С правой стороны находится сдвоенная качелька громкости, а также кнопка выключения, она же сканер отпечатков пальцев. Работает он вот таким образом. В принципе, сканер работает нормально, но бывают мелкие осечки. На нижней грани находится микрофон, разъем для зарядника USB Type-C и динамик. Компания Doggy акцентирует внимание на этом динамике, заявляя, что он достаточно громкий и необычный. Давайте проверим его громкость. Звук действительно достаточно громкий, но качество звучания этому динамику я бы добавил. Данный смартфон из коробки работает на 13-м андроиде, что достаточно прикольно. Кстати, на него уже прилетело несколько обновлений, значит, компания Doggy заботится о своих пользователях и исправляет какие-то недочеты. Немного детальнее расскажу про его характеристики. Установленный аккумулятор здесь 4200 мАч. Процессором данного девайса является 8-ядерный Unisoc T606. Это стандартный и достаточно производительный процессор в рамках бюджетных смартфонов. Графический процессор Mali-G 57. Конечно, производительность этих деталей поможет нам протестировать игра PUBG. Перейдем к ней немного позднее. Какие датчики установлены на смартфон? Здесь имеются все основные датчики, нет только температурного сенсора, гироскопа и барометра. Кстати, стоит отметить, что Doggy N50 имеет световой датчик на своей кромке, что я считаю для многих будет очень важным аспектом. Сколько касаний поддерживает его тачскрин? Всего 5 касаний. Экран здесь размером 6,52 дюймов, поддерживаемое разрешение 1600 на 720 пикселей. Вообще, смартфон на голом 13-м андроиде подойдет для тех людей, которые не любят лишние настройки, но при этом любят качество и производительность системы. При этом полезными фишками данный смартфон не обделен. Например, кому-то будет полезны виджеты рабочего стола. Например, здесь есть такой виджет с различными характеристиками. Разнообразие виджетов на данном смартфоне присутствует в изобилии. В общем-то, в этом меню виджетов будут поддерживаться те виджеты, которые вы сюда установите. Например, погоду.
Посмотрим, появился ли данный виджет. Это он. Также еще отмечу несколько интересных фишек. Конечно же, здесь очень много разных настроек, но выделю всего несколько. Например, в уведомлениях есть функция «Всплывающие чаты». Если ее включить, вот таким образом вы будете видеть, например, WhatsApp. Он будет всплывать отдельным окном, если вы в этот момент находитесь в каком-то другом приложении. А вообще уведомления здесь приходят так. Также можно просматривать уведомления на заблокированном экране. Светодиодная индикация включается в этих же настройках. Также если зайти в пункт «Батарея», здесь мы найдем полезную настройку «Адаптация батареи». Если включить эту галочку, то менеджер телефона будет определять, какие приложения быстрее всего расходуют заряд, и предлагать ограничить работу этих приложений. Также очень полезная функция автозакрытия приложений при блокировке экрана. Здесь мы можем поставить галочки на тех приложениях, которые будут автоматически выгружаться из системы, когда мы блокируем смартфон. Давайте посмотрим, что может камера данного смартфона. Основная 12-мегапиксельная камера. В солнечную погоду снимки получаются достаточно качественные. Детализация и передача цветов на хорошем уровне. Также в этом бюджетнике есть макрокамера. Конечно же, друзья, вы должны понимать, что этот бюджетник стоит дешевле 9000 рублей. И ждать суперснимков от макрокамеры здесь не стоит. Но все же кое-что запечатлеть можно. Также здесь интересен режим «Сверхширокое разрешение». Это режим в 50 мегапикселей. Если на таком снимке зайти в информацию, то мы увидим, что его разрешение 49,5 мегапикселей. А так он выглядит на приближении. Опять же, в рамках бюджетного смартфона достаточно неплохая детализация. Также меня немного удивила ночная съемка. Этот снимок сделан на обычную камеру в сумерках при закате. А это уже режим ночной съемки. Деталей гораздо больше. Снова посмотрите обычный снимок и ночной. К примеру, из интересного в настройках здесь есть такая функция «Фотоснимок при улыбке». Теперь, когда вы улыбнетесь, неважно на фронтальную камеру или на основную, смартфон сделает снимок автоматически. Сейчас, кстати, перейдем к селфи-камере, но пока посмотрим видео. Данный смартфон способен снимать при максимальном разрешении 1080 30 fps. Качество видео достаточно неплохое, опять же это записано в солнечную погоду. Автофокус работает. И каким-то образом компания Doggy в N50 смогла установить стабилизатор видео. Но, конечно, как вы догадываетесь, работает он не суперски. Какая-то стабилизация однозначно включается, но при этом немного падает качество и все равно есть небольшие подергивания. Но все равно респект за попытку. Теперь селфи. Камера способна снимать в разрешении 8 мегапикселей. При этом, в принципе, этих 8 мегапикселей хватает. Селфи-камера, как и основная, может снимать в режиме портрета. Размытие ровное, точно по контуру. Здесь все хорошо. Теперь настало время протестировать этот девайс в игру PUBG. Буду использовать максимально возможные настройки графики.
В общем, друзья, в игру PUBG я проиграл примерно около 15-20 минут. За это время не было ни одного фриза. Также смартфон практически не нагрелся. Он реально слегка чуть теплый. Какие же можно сделать выводы по окончанию тестов со смартфоном Doggy N50? Во-первых, это 8 гигабайт оперативки и встроенной 128. Во-вторых, это свежая версия Android 13. Также у него неплохая основная камера. То же самое могу сказать и про селфи-камеру. Для бюджетника она также делает неплохие снимки. Присутствие 18-ваттной зарядки также дает ему преимущество. Далее могу отметить громкий динамик, но, конечно, качеством звучания он не выделяется. Батарея здесь хоть и не самая большая, 4200 мАч, но все-таки на этом голом андроиде она держит ровно сутки. Плюс-минус зависит от использования смартфона. В целом считаю, что смартфон Doggy N50 это достойный аппарат, который стоит всего лишь 8500 рублей, плюс-минус. На этой ноте буду завершать свой обзор. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем удачи и пока!